Привет, друзья! Я сегодня пришла в гости к замечательной девушке Лизе. Привет, Лиза! Всем привет! Лизу, на самом деле, я знаю уже давно, уже 2 года, наверное. Ну, вот с тех пор, как я приехала, я знаю Лизу. И предложила ей сняться в моем интервью, потому что она довольно интересный персонаж для моих роликов. Вот у нее такой вот, смотрите, прекрасный животик. Лиза, на каком месяце? На почти 7-м. На 7-м месяце. Вот. И сегодня мы вам хотим рассказать о ее пути большом и долгом в эмиграции, как она вот тут вот сидит на своем прекрасном балконе сегодня, и как она к этому пришла. Расскажи, пожалуйста, для начала, ну так просто, как ты, почему переехали, почему в Гданьск, наверное, с этого начнем, как у всех. Да. Мы переехали 2 года и 2 месяца где-то назад. Переехали мы из Беларуси, из Минска. Причина, наверное, как у всех, кто ехал из Беларуси. Вот. Начало. Переехали мы 2 года назад вот сюда, в Гданьск, по причине, как и все, наверное, белорусы едут. Гданьск, потому что, во-первых, мы хотели сначала ехать совсем в другое место, но у нас здесь живут друзья, поэтому мы решили, почему не ехать в то место, где есть знакомые. Вот так мы и оказались здесь, в Гданьске. И, в принципе, мы не пожалели и не планируем переезжать в какой-то другой город больше. Во-первых, просто потому что здесь намного лучше, и мы были в других городах, и нам есть чем сравнить. Вот. Я, когда познакомилась с Лизой, познакомилась с ней на почве того, что она была сначала няней. Собака? Нет. У наших знакомых. Потом, да, няней нашей Киры недолго была. И делала классные фотографии, то есть такой разносторонний путь в Гданьске, да, там разными делами занималась. Вот немного расскажи, с чего ты начинала и почему фотография, потом няня, потом это, потом то, 5-е, 10-е, как вот это все, как это все у тебя развивалось? Ехали мы сюда, муж с работой в IT, а я ехала с полным нулем. Ну как, я умела фотографировать, но опять же, это развитие здесь, нужно больше времени на это. И я пошла. Первая моя работа здесь была на уборке в Сопоте, потом это склад Сенсей. Ну и третья, это была, наверное, самая приятная моя работа с детьми, няней, вот, и с животными, когда я оставалась сидела. И вот такой у меня был достаточно длинный путь к тому, что я пришла сейчас к удаленной работе. Я работаю в IT, в отделе качества, прослушки звонков, вот, но до этого, как я и говорила, я работала на складе и на уборке, и это было не лучшее время, потому что ты работаешь 24/7 условно, это физическая тяжелая работа, и на самом деле, если у тебя нет моральной поддержки дома, там, от мужа, да, с кем ты переехал, ты один, то можно на самом деле свихнуться немножко. Не было поддержки от мужа, когда ты там работала? Она была частичная, но я скажу так, что иммиграция приводит к тому, что если вы друг друга не поддерживаете и не понимаете, и один работает удаленно дома, а второй пытается как-то выжить и найти себя, то это все может привести к не лучшим печальным вещам. Последствиям. Да. И оно почти могло случиться в какой-то момент, но я вовремя нашла какие-то выходы, предложения на более легкую работу, я стала развиваться в фотографии здесь. Надеюсь, я к этому и вернусь, на самом деле. Да. Поэтому все еще как бы в развитии в таком есть. Вот сейчас вам даже покажу несколько фотографий, которые Лиза мне делала, очень красиво. Все, или вопрос сейчас даже? Ну, хотела, да. Давай. А на уборке ты работала где-то в отеле? Я когда приехала буквально в первую же неделю, такая, все, в Фейсбуке. Сразу на работу? Да, я вышла сразу на первую же работу, на первой же неделе, пошла на уборки. И, ну, самое ужасное, что это был отель, где находилось очень много там между собой зданий, и тебе нужно было просто перевозить всю химию, все вещи на себе. Когда ты раньше физически так не работал, это очень тяжело, очень. Я потом работала на уборке в другом месте получше, и, честно говоря, ну, поняла, что уборка... я не смогла, у меня руки просто все были изодраны. Да, естественно, если этим не занималась, ну, как бы молодец, что сразу. Вот. Многие просто приезжают, и у них адаптация полгода.
Да, ты как бы приехала сразу, ну, куда-то, да? Причем без Решила польского, да, Без ехали, польского. и без английского. И на самом деле вот 2 года уже мы здесь. Я, ну, не как ты, там B1 экзамен, Хо-хо-хо. вообще нет. Я смотрю такая, блин, как бы надо было бы, да. Завидуешь, все завидуют. Но я, знаешь, ну не то, чтобы не жалею, мне мой польский, вот мне кажется, где-то А1, А2, вот этот базовый, жизненный, он, да, для работы здесь, типа там на поляков, ну, не подойдет, но для жизни, для там больницах, поликлиниках, ну, вот таких вещах, он, в принципе, нормальный, меня все понимают, я всех понимаю, где-то что-то переводчик, ну, мне за 2 года нормально здесь жить, типа, я английский сейчас учу, и я не рассчитываю, ну, прямо углубляться прям в польский, ну, по мере возможности. Мгм. Так, мне вот... Ну, я из-за того, что с клиентами работаю, как-то, ну, я хочу, то есть у меня есть вот это желание, я хочу разговаривать как человек, Мгм. по-польску, как по-российску, ну, то есть без вот этого ДМ. Потому что иногда мне очень хочется кому-то что-то сказать, а я не могу. Ну, есть то есть такое, вот, да. как бы вот хочется с кем-то там приятный какой-то человек, ты хочешь с ним поговорить, и ты молчишь, потому что Не ну, знаешь блин, языка. Да, вот такое. Вы тут вообще планируете оставаться? Или пока неизвестно? Ну, на данный момент мы будем точно оставаться здесь, во-первых, потому что родится малышка, и у нее не будет паспорта, вот такая маленькая нелегалка. У нее будет, ну, карта по быту, и все, и дальше мы никуда и не сможем, но мы в сферу заработка своего, нам пока здесь Польша больше всего подходит, вот, потому что здесь реально для жизни нужно, ну, зарабатывать не меньше, там, 8-9 тысяч злотых, ну, по мне так. Если ты хочешь в среднем... На человека или на двоих? Но на двоих, если ты хочешь средне жить, типа, там, в двушке, в квартире, обеспечить себя, как бы, ребенка и немного, типа, чтобы хватало на что-то вообще в кафе, там, я не знаю, ну, потому что, да, я не знаю, как-то многие на 5 тысяч живут, условно, ну, тут квартира тянет там на Ну, 3,5-4. Да, А дальше что? Не знаю. Поэтому, да. Так. Ну, оставаться точно будем в ближайшие пару лет. Мы не планируем отсюда уезжать. Мы планируем, типа, до гражданства дотянуть, Я на самом просто к деле. тому, что, может быть, в результате все равно понадобится польский. 100% для гражданства, для вот этого, для Да-да-да-да. ПМЖ, для карты резидента 100%. Мы планируем в школу идти полицейным. По легкому пути. Да. Мы Понятно. хотим флористами быть. Все Семья хотят быть. цветочников. Очень много иммигрантов хотят быть флористами. Да, ты знаешь, Такая популярная достаточно закономерность, да. сейчас профессия. Закономерность такая, да. Флористами, кто там еще? Ну нет, все остальное там сложнее. Но есть там тоже, у меня есть клиентка, она на зубного вот этого помощника, да, но это такое, да. там, Он, по-моему, дольше. такие посерьезнее моменты. Вот. Ну, флористы хорошо тоже. Да. Букетики будут везде. Да, главное, надо будет, где няни дочки на время обучения. Да. Вдвоем хотим ходить. Да. Вместе. Да. Жалею, что на самом деле раньше не пошли, потому что... Конечно, можно было бы уже закончить. Да, и был просто пришел бы сертификатик. Поэтому имейте в виду, не тяните, а идите в школу полицейную на флориста. Реклама. Кстати, говорят, что там планируют эту лавочку прикрывать в будущем. Ну, я считаю правильно. Учите польский. Нечего. Не знаю. По легкому пути идти. Ну, кстати, есть в Варшаве школа, которая типа тоже дает такое, как мини-профессию, и дает тебе онлайн. Ты учишься все, Мгм. и тебе дает тоже сертификат о знании Мгм. языка. Вот. Мгм. Но там ценник такой нормальный. Мгм. Поэтому тут же бесплатно на флорист, да. А там ну, нормальный такой ценник, такой под 3 вроде как. Мгм. Вот, потому... Погромче. Говорим. А, Б. Скажи мне, знаешь что? Мне интересно очень про вот фотографию. У тебя очень классно реально получалось. Очень круто там находила общий язык, даже с моим мужем нашла общий язык, который там вот такой шел злой. Я не хочу на эту фотосессию, отстаньте. И Том там на фотографиях такой красивый. что Лиза там и так, со всеми, с ребенком, и с собакой. То есть это талант, потому что, ну вот ходила я там еще в разные места, конечно. Ира, это не про тебя, если что. У тебя все хорошо. Ты еще обидится тоже. Просто вот там чик-чик, ничего не понятно, фотографии непонятные, ну такое. То есть это все равно талант какой-то, да, который, мне кажется, если бы ты развивала, у тебя бы пошло. Почему вот так вот?
Все раз, и я не хочу больше этим заниматься. Тебе сложно было с людьми или как-то что? Слушай, сложно находить клиентов на самом деле, потому что все хотят задешево, и ты вкладываешься, потом к тебе там когда-то приходит клиент, когда-то нет, знаешь, такая вот как качели нестабильного заработка. Мне хотелось стабильного заработка. Ой, что много. Про фотографию. У нас тут камера выключилась от перегрева, и у нас тут перетрансформация. Да, слишком тепло. Да, слишком жарко. Перегрелась, бедно. Ну. Так, и говорили мы с тобой про фотографию, про то, что стабильности тебе не хватало. Да. А ты что-то делала, чтобы у тебя клиентов появились? Что ты делала? Вот я помню, ты даже инсту не вела. Почему? Я вела инсту, Где я ты рекламу вела? делала. Рекламу ты делала? Да, я делала рекламу в Инстаграме. Но, слушай, я же пришла к тому, где-то уже в июне, я пришла к тому, что нужно... У меня iPhone появился, и я такая, нужно снимать какие-то видео, типа, гданьские. И вот я пришла к... Наверное, второй такой душевной работе своей – это блог. Я рассказываю про Гданьск, про, в принципе, обзор здесь, про места. И мне это приносит... Ну, деньги, конечно, это не приносит, но приносит классный бартер. И в целом меня это устраивает. Знакомство, да? Знакомство. Что тоже важно, потому что раньше так не было, да, столько? Нет, конечно, я здесь на самом деле обросла огромным количеством людей, и в целом, если раньше я переживала, что у меня нет здесь знакомых, как-то некуда, не знаю, куда пойти, то сейчас там реально ты думаешь, блин, где взять свободный день, потому что нет времени дома, да? Да. Минутка рекламы твоего блога. Да, я рассказываю о Гданьске, о местах Гданьска. Веду такой лайв жизни, рассказываю не только о местах, но и о себе, о быте в Гданьске, Польше, о ценах, поэтому если полезно, подписывайтесь. Да, и Лиза рассказывает про разные интересные места. А недавно был очень интересный ролик про штраф за пиво. Мне кажется, был интересен всем. Да, это сейчас актуально. Расскажи, что нельзя. Куда? Пошли на шашлыки, да? Да, мы пошли, да, все интересно, где тут можно жарить шашлыки в Гданьске. Мы это делали в парке Рейгана на Пшеможе, возле моря. В целом, там есть специально отведенные места для прожарки на гриле мяса. Если вы хотите на кострище что-то пожарить, сосиски, то там нужно место бронировать заранее. На кострище бронировать? Да, там есть такие прям места для кострища, можно бронировать. А так ты приходишь, там столики стоят, спокойно гриль свой ставишь, делаешь и... нет проблем. Вот по спиртному вопросу. Лучше всего просто брать стаканчики, в стаканчики наливать спиртное, разводить, да, с чем хочешь, и все, потому что не вы слышно? Будет слышно, но это классно. Разводить, ну, там, наливать стаканчик алкоголь, потому что нас оштрафовали за стекло, типа, что у нас в стекле было пиво, но мне писали девочки, что штрафуют, типа, из-за железной железной банки. За банки тоже. Да, хотя, типа, нам сказали, можно, но штрафуют, и ты ничего с этим сделать не можешь, если страж говорит, все, типа, там, мандат, все, тебе штраф, пожалуйста, 50 злотых мы заплатили, все думали, что больше, слава богу, 50 злотых. Вот. Отлично. Ну, то есть просто нужно что-то покупать, где-то прятать там в пакете, да, и просто переливать. разводите, да. Просто нужно запастись бумажными стаканчиками. Да, да. Все будет отлично. Класс. А еще Лиза была очень крутой няней. Мой вот Родион говорит, что это лучшая няня. Серьезно? Да. Что прям вообще. Так что и фотограф, и няня. А что с няней-то не так? Что с няней? Ну, тяжело, да, наверное? Слушай, не то, что это нормальная работа, но дети все-таки силы тоже вытягивают. Конечно. Да, и я Побегай, работала... попрыгай, Да, я работала по 4 часа почти с каждым ребенком. И ты такой же просто измотанный. И ты такой даже на самом деле уже своих детей не хочешь. Ты такой, там уже... да, тоже уже думаешь. Я помню, Родион там Лизу по полной программе. Под шкаф и за шкаф. И на мне, давайте туда и сюда, там использовал это время. Да, максимально. Да, максимально. Он когда только болел, там, я помню, мы с ним сидели, что-то смотрели в основном, и то пытался активничать. Времени зря не терял, да. Ну, няня — это хороший старт.
и для того, чтобы там не работать на складах, там, да, ну, это хороший старт, но, опять же, это заработок в месяц, ну, 1500 злотых условно, да, если ты будешь работать там 4 раза в неделю по 4 часа. Есть работа няни типа полноценная, то есть ты ходишь 5 дней в неделю, и мне вот предлагали 5 дней в неделю, но там почти 8 часов было, с учетом, что малыш спит там часа 2, ну, часик, и ты занимаешься сама собой. Но опять же, зарплата 2400, 2200, что такое было. Но это такая работа тяжелая все-таки и очень ответственная. Ну, это маленькая зарплата, это считай, ты маленькая зарплата, для да, этого, для такой да, ответственности. да. Потом я на самом деле поняла, что это я не пошла, потому что я понимала, что если пойду на эту работу, я не смогу, в принципе, там ни с чем ее больше соединить, там ни с блогом, ни с фото. Я что-то фотографировала, я поняла, что нет, надо искать что-то такое точечное. Ну, а расскажи, как вот вообще вот это все у тебя происходило в эмоциональном плане. То есть ты вот работала там, работала здесь. И когда вот какая-то у тебя была точка, да, такого кипения, что что-то было не так, наверное, перед блогом, да, ты блог завела свой, что-то у тебя там было не в порядке с мироощущением. Да. Ну, ты эмоционально истощен. Ну, когда ты приезжаешь сюда на эмоциях таких, я сейчас все сделаю, я такая буду молодец, я там найду себя, найду отличную работу, и тут у тебя не ладится ни с языком. Вы не думаете, что здесь люди приезжают все такие подготовленные и классные, все с языками и с работами. Нет. Ты приезжаешь абсолютно ноль, без языка. Я приехала без работы. Да вообще в целом эмоционально только такая мотивация была. И когда у тебя не получается ни на одной работе, ни на второй, у тебя не получается с языком в целом, потому что, ну, не то, что не всем дано, не каждый может так сразу освоить, да, и это стресс. И в какой-то момент ты входишь в какую-то депрессию. Я работала няней, но я находилась в такой депрессии, что я не могу принести в семью деньги, я бесполезная. Я вот какой-то, знаешь, такой момент, ты только дома готовишь, и все. И вот ты ну, еще вот мы пытались завести когда ребенка, тоже были определенные проблемы. И здесь с медициной все намного дороже, чем в Беларуси. Ты понимаешь, что только на себя можешь положиться, на природу, а не на медицину. Вот, поэтому вот такие моменты. Ты входишь в депрессию, плюс ты ходишь с детьми, работаешь, тебя дети тоже высасывают определенную силу. И все, я ушла в ту депрессию, что ты такой, все, ты никто, ничто, и все. И потом как-то в какой-то момент пришла работа моя вот про удаленку, которую я говорила, и все, и я начала свой блог вести, и как-то ушла от мысли неполноценности, начала здесь знакомиться с интересными людьми, развиваться. И сейчас очень приятно, когда, знаешь, типа, когда ты приходишь, и тебя узнают, такие, ой, так это ж ты, типа, интервью даешь. Да. Приятно. Ну, когда приятно, тебя узнают, зовут на мероприятия какие-то, там, осветить что-то, ну, это очень здорово. Поэтому я благодарна, что я когда-то себя заставила вести блог, говорить на камеру. Я начинала YouTube, но у меня он не зашел. Ну, типа, что-то пошло не так с монтажом. YouTube не пошел. Ну вот вообще, ты приехала, и сколько времени прошло до начала депрессии, и сколько времени прошло до ее конца? То есть вот сколько вот этот период такой непонятный длился, Мне получается, кажется, год? но если честно, я бы взяла года 1,5-2, на самом деле, на реальную адаптацию. И то не все к этому приходят, что они находят там здесь себя, да, знакомых. Поэтому, ну, ничего сразу не бывает, вау, класс, круто. Ну, здесь еще нужно время, чтобы найти себя, друзей, свое окружение. А если ты еще не супер общительный человек, Да, то это вообще тяжело. А вот ты пришла к блогу, к этой работе, тебе кто-то помог вот, выйти с этой депрессии, либо ты сама? Да, наверное, больше, ну, я пришла к на блогу, ресурсах. сам блог и вывел меня. Знаешь, когда у тебя идет отдача, когда твои в ТикТоке видео стали залетать, люди пишут комментарии, ты такой, вау, я что-то делаю. Я тут не один, да, и ты общаешься с людьми, и тебе уже как бы посторонняя поддержка, она не нужна, потому что есть внутренняя вот эта поддержка из блога, которая приходит, люди пишут, ой, мне нравится, что ты делаешь, классно, и тебе хочется это делать. И вот, я не знаю, я
реально 1000 раз говорю все спасибо, это вывело меня на какой-то эмоциональный новый, знаешь, уровень. Потому что если бы Если бы не это, блог, я бы такая тухлая, бы, наверное, сидела, может быть. Хотя общительный очень человек. Ну да, общительный очень, Ну и- подтверждаю, очень общительный. А вот благодаря вот этому блогу своему, прям каких-то друзей ты нашла или там, ну, какие-то просто знакомые, там, такие мимолетные связи? Либо там вот с кем-то там уже прям близко-близко начала общаться, вот что-то такое случилось с тобой за это время? Слушай, ну, у меня на самом деле много людей благодаря блогу стали писать там, ой, мне нравится твой блог, можно с вами познакомиться, и ты встречаешься с людьми, у тебя коннекты, и вот у меня есть здесь такие друзья, с которыми мы познакомились, Новый год вот вместе встречали. Ого. Да, поэтому это очень здорово, что он и друзей может привести с тебе. Но в целом у меня очень много знакомых девчонок здесь стало. Ну, я не скажу, что, ой, моя подруженька такая, да, но мы очень хорошие друзья, делимся, мы друг другу просто здесь помогаем на самом деле, потому что у кого-то какая-то информация есть про медицину, да, ты делишься, потом какие-то места. И вот как-то это реально как твое новое общество, Ну, да. да. Просто мне кажется, что все мои подруги, это вот люди, которые там вышли из моего детства, да, и они все остались в Беларуси. И мне тяжело назвать сейчас там моя лучшая подружка, потому что, ну, это моя жизнь там осталась в Беларуси. К сожалению, ну, очень хотелось бы перевести ее сюда. А ты скучаешь по Беларуси? Я скучаю. Я туда ездила, полгода прожила здесь, когда я ездила один раз в Беларусь. И я поняла, что я очень хочу вернуться в Польшу. А, да? Да, но я скучаю по людям. Все-таки, когда знаешь, ты смотришь, как твоя семья празднует все там дни рождения, праздники, а ты такой сидишь там где-то, ну, у тебя так слезы наворачиваются, потому что ты теперь вне как бы вот этого общества, да, своих, и, ну, грустно. Но тебе этого не хватает? Ну, да, конечно, я знаю, что свой день рождения я бы праздновала бы, ну, у меня подружки бы приехали бы, мои, да, ну, то есть, которые тебя знают от и до. Ну, а прям вернуться туда-обратно ты хотела бы, да? Наверное, ну, слушай, бывают такие мысли, когда переводишь еще, знаешь, как ты зарабатываешь в валюте, типа, и на белорусский, и ты такой, боже, я бы там был бы богатым. Но там по факту мы могли уже квартиру, наверное, купить так вот. Но ты понимаешь, что твоя жизнь теперь здесь, и я не понимаю, как вернуться и начать жить там заново. Не знаю, что это, ну, все мы, наверное, понимаем. Не знаю, что, короче, должно случиться, чтобы мы вернулись. Но пока здесь. Но мы планируем получить гражданство европейское. Что бы ни случилось. Учитель. А, флорист. Флорист. Ты что? Хорошо. И вот про медицину. Ты вот несколько раз уже упомянула про медицину, что дорого, и учитывая положение. Да. Это больная тема, наверное, всех. Да, вот интересно твое мнение услышать, потому что я не, ну, так как я особо не сталкивалась, да, с какими-то такими сложностями, я прикреплена к Люксмед, хожу туда, сдаю анализы, ну, то есть такое в легкой форме у меня все шикарно. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Слушай, ну у нас страховка ЗУС от мужа, и у нас нету страховки как бы такой ни Люксмед, ни Медикавр, у нас как бы частной нету. Хотя все говорят, там оформи там частную эту страховку, и там будет, там, как бы сможешь спокойно тоже по беременности ходить, наблюдаться и спокойно записываться к врачам. Вот. Но я когда сюда приехала, естественно, у нас и не было еще даже ЗУСа этого. И мы такие, у меня сразу зубы полетели. Я такая, ну блин, я же сделала все в Беларуси, знаешь, как это, как обычно, по щелчку, все пломбы. И я искала здесь наших мастеров, потому что все-таки как бы доверяешь больше нашим, белорусам, как они делают. Вот, и ну, на самом деле цены сразу так ударили. То есть, да, там ты когда еще не зарабатываешь, там 350 злотых за зуб, за пломбу просто, это больно. Вот. Но из-за того, что я здесь попробовала медицину, это больше всего платная стоматология была вот. Я нашла своих здесь врачей, в принципе, к которым платно могу ходить. А по ЗУСу я, кстати, не обращалась здесь никуда сильно, но у меня обращался муж, у него болело ухо, и он ездил здесь в
шпиталь. И в шпитале тоже вот, ну, по ЗУС ты приехал в шпиталь, тебя бесплатно обслужили, выписали таблетки. Ну, единственное, что они все говорят, зачем вы приехали, у вас ничего такого. Человек температура 38, да, ухо болит адски, зачем ты приехал? Иди в поликлинику, да. Да, они говорят такое, да, что Да. нужно идти сначала к Психологу, да, лечащему врачу, и потом только если тебя направят, идти Да. туда. Да, они такое говорят, да. Поэтому я столкнулась только с медициной, когда пошла вот забеременела. Ну вот расскажи примерно, что Да. там вообще так вкратце. Позже мы обязательно снимем с Лизой ролик про беременность, про роды, как это все проходит. Потому что это очень многим все-таки интересно, когда ты не у себя дома, в другой стране, ты беременный, и что с этим делать. Вот. А сейчас просто вкратце немного, какие у тебя первые впечатления за эти месяцы, что вообще, как ты платишь ли ты что-то, да, платно ли это, бесплатно, Да. как отношения врачей, ну вот такие вот какие-то. Ну, кстати, вот про гинеколога я тоже здесь же искала платно изначально, потому что у нас не получалось забеременеть. Вот, и в какой-то момент ты ищешь почему, да, и ходишь по врачам. И здесь также аккуратно очень, потому что в Гданьске, на самом деле, я не нашла наших хороших, на самом деле, гинекологов русскоязычных. Но если есть польские хорошие, да, только ты должна понимать, что ты приходишь такая и не сильно что все поймешь. И ты флорист. Да, и ты флорист. Из польского. Типа того. Да, но когда... Я скажу так, все лечение, которое мне здесь выписывали, мне ничего не помогло. Ну, то, что здесь было, то и осталось, как говорится. Я поняла, что мы просто отпустили, короче, ситуацию. Вот. Не судьба, так не судьба. И потом, к счастью, так как-то получилось. Само собой. Да, само собой. Силой мысли. Не знаю, да. Когда отпустили, оно реально получилось. И, во-первых, это было страшно, потому что ты ждешь, но когда это случается, ты ничего не понимаешь, ты не готовился. Ты такой, а что мне делать теперь? И первое, что ты делаешь, идешь на какой-то там 12-й неделе проверять, прикрепился ли эмбрион или нет. Я ходила на самом деле не по ЗУСу, я ходила здесь просто в Медикабр к русскоговорящему доктору, но потом оказалось, что там запрещают в Медикабре говорить на русском. То есть мне еще подруга успела сказать, поговорить с ней на русском, а я прихожу, мне такие, только на польском. Благо, мне разрешили на русском говорить, и она просто она на польском не отвечала. Вот. Но я ходила, на самом деле, на шестой неделе, то есть, типа, подтвердить беременность, вот, к ней. Все, и ты платишь, мы заплатили 250 злотых за прием, за УЗИ, и все, ты дальше ждешь, и на 13-й, но там, короче, до 10-й недели здесь нужно стать на учет, чтобы тебе заплатили денежку потом. А ты бесплатно не могла пойти в я прием? Или ты я просто так хотела, да? Хотела быстрее. Ну, то есть можно было бы пойти бесплатно? Можно сразу идти бесплатно по ЗУСу, стать на учет до 10-й недели. Тебе выписывают там все анализы по НФЗ, и ты идешь сдавать там в ближайшую лабораторию. Опять же, есть такая тут фишка, то, что ты можешь или в частных лабораториях сдавать, или в гос. Это уже зависит от самой психодни, которая обслуживается, да, там, если... Я, например, сейчас обслуживаюсь на ЗАСПе, и у меня частная лаборатория, например, вот здесь находится, которая... Ну, ты довольна сейчас, да? Или ты не знаешь? Я сейчас очень довольна врачом, потому что первый раз я шла прям специально к врачу, которого рекомендовали. Я сидела в очереди 3 часа к нему. То есть ты беременна, сидишь 3 часа в очереди и ждешь как бы посещение врача. И это каждый месяц, это было невозможно. А потом мне подруга говорит, в смысле, говорит, я наблюдалась, я там приходила, сразу заходила и все, знаешь, типа, и нормально, я не ждала столько. И круто, что есть возможность перейти от одного врача к другому. Я так и сделала, я сейчас вот на ЗАСПе, и мне очень нравится. То есть из того, что я ходила, у меня были проблемы. Короче, я думала, что это все идет к выкидышу. И мы ездили в СОР. Это скорая помощь здесь. Тоже как бы бесплатно, естественно. Тебя очень быстро принимают. Гинекологический отдел вообще очень работает Ну круто. да, наверное, чтобы там без всяких последствий. Все смотрят,
все тебе дают как бы там или кладут уже на сохранение, или отправляют домой. Все отлично. И я еще ходила здесь тоже к частному доктору, то есть чтобы еще проверить дополнительно, когда ты беременна, ты мнительный очень, и, конечно, да, и они тебе еще там часто выписывают, знаешь, там дофига анализов вот этих много. И все. Ну, я ничего не сдавала. Я сэкономила. Вот. И я наблюдаюсь только по НФЗ по факту сейчас. Бесплатно. Бесплатно сдаю анализы, да, которые мне выписывают. И как бы нет нужды в чем-то дополнительном. Есть только перинатальные эти скрининги. Вот ты там выложишь много денег. То есть первый скрининг 800 злотых. Это нужно делать. Это прям обязательно. Ну, это если ты хочешь узнать генетически, чтобы твой ребенок здоров. Первый скрининг там 800 злотых, второй скрининг нам обошелся там что в 300 злотых, ну, дешевле уже, вот. И третий последний скрининг тоже где-то около, той цены будет, вот. Поэтому там уже подешевле. Но все равно это единственное, что за скрининг я платила. А так, в целом, все дальше идет бесплатно. Роды тоже бесплатно. И роды бесплатно, да, идут тебе, поэтому... Прекрасно. Ну, потом, если Лизой обязательно встретимся, да, расскажет в процессе. Покажет свой малыш. Да. А ты как планируешь работать? Вот, у меня, так как я работаю здесь, я нахожусь по воссоединению семьи с мужем, и у меня нет права работать. Но у меня заработок доходит до той как бы цены, когда я не должна платить налоги, то есть, да, там до 3, по-моему, 1300 не надо было регистрироваться и платить. То я не зарегистрирована, естественно, я здесь безработная, и, естественно, никакого декрета у меня тут быть не может. Да, и поэтому и на работе, естественно, я не хочу терять работу, поэтому я остаюсь на удаленке. Ну, ты думаешь, ты справишься? Ну, у меня будет 2 недели первые отпуска, а потом дальше надо будет справляться, выхода нет. Но муж работает, я работаю, мы все работаем дома, удаленке, поэтому будем делить время. 4 часа он, 4 я. Все по-честному. Ну, такое. А потом я с Лизой поговорю. Потому что у меня тоже, когда перед рождением Родиона, у меня были такие грандиозные планы на жизнь, но очнулась я через 2 года. Нормально, спасибо. Поэтому обычно все так очень настроены, но потом, короче, у всех по-разному. Главное начать складывается. Ну да. Но еще зависит от ребенка, насколько он будет спокоен, как он будет себя вести. Дай бог. А муж готов стать папой? Наверное. Мне кажется, никто не готов. Даже я на таком стрессе думаю, как в Беларуси мама, там, бабушки, там, прабабушки, да, а тебе помогли бы там, как купать первый раз, там, как там, пупа, думаешь, пупочек. он что-то помнит? Ну, не знаю, у них больше уверенности, да, уже в этом. А ты такой, здесь один пупок этот, как его там это оторвать потом? Да оторвешь. Ну, такие моменты. Но у меня там тоже Сергей говорит, да, на ютубе все есть. Говорит, ну там, как купать, как это. Но оно же как-то вот, я же тоже как-то это все делала, но теперь, то есть оно как-то само как-то пришло, ушло, вот. Все. И теперь меня обратно туда верни, я ничего не помню. Как там, что вообще происходило? Ну, может быть. Нормально. Может быть. Как-то все отрывали это трудно. Ну, YouTube есть, мне муж говорит, есть YouTube. Нормально. Ну, на самом деле, у меня в плане этого муж вообще хороший в плане беременности, он поддерживает меня, и, не знаю, нет страданий, знаешь, что такая, боже, я одна, там, эту беременность, там, нет, то есть мне есть поддержка. Ну, самое главное, что вообще прошла эта депрессия, да, что уже нету этих там каких-то там таких все хорошо. переживаний, потому что я даже вижу по блогу, ну вот по тебе, по Инстаграму, да, так мы с Лизой не прям не общались каждый день, но я там за ней чуть одним глазом следила, что было так грустненько, а потом, как блог начался, так сразу прям человек ожил. Да, так немного, но просто как-то, наверное, нашел себя. Такой вот важный момент — найти себя в эмиграции. К этому не все еще пришли, да, даже спустя 2 года. Да. Лиза переехала уже в 3-ю, наверное, да, квартиру? Ну, кстати, да. Или 4-ю? Нет, это 3-я. Мы приехали сюда, и на первой же неделе, на первой неделе были в карантине, а на 2-й неделе уже нашли сразу квартиру на районе Ластовицы. Это, как по-белорусски, это МКАД, на конце, крайне города. Потом мы переехали на
поближе к центру, на Севериной, это Щедлицы район, он на горе около почти там центра, то есть форума. И потом вот мы сейчас живем на Оливе, это Шиможи район. В моем любимом, да? Да, На моей любимой возле Жиганки. Оливе. Да. Возле Жиганки, соседи. Да, И, рядышком. Лиза, покажи, что тут у тебя есть. Да, это, наверное, вот это самая современная наша квартира. Ну нет, первая была современная. Это самая современная. Первая маленькая, ты, по-моему, говорила, нет? Да, это было 30 квадратов. Ага. Все, ну, она на самом деле тоже не супер большая. Мгм. У нас вот есть здесь зона типа отдыха, диван, телевизор, да, то есть такое Мгм. мини-место. Ну, стол. очень приятно все выглядит. так. Да, это получается как вместе такая евро-двушка. Мгм. Кухня, потом у нас не хватает, конечно, просто коридора отдельного, мне кажется, потому что сразу в лоб ты Да, входишь. сразу. Ну, Да, поэтому... Также вот наша ванна, что редкость для да, Польши. да, кстати. Нам везет, это вторая Ходят квартира. мыться. Нет, пока нет. Так, это у нас спальня. Такая милая, прям такие цвета мне нравятся в квартире. Да, приятные. очень такая она уютная. Здесь у нас стол стоит, и можно заниматься. Люстра с перьями. Да, да. Стол, да. И у нас И есть даже гардеробная у вас гардеробная, есть. Вот да. это классно. Да, это вообще... Вот это я понимаю. Да, огонь. она огромная, и, конечно, есть что хранить здесь, это Мгм. просто пушка. Супер, да. Да, Вообще. поэтому... Ну, она тут 50 квадратов квартира, плюс балкон, на котором мы сидели, он достаточно большой. Балкон очень большой. Да, Да. ну, Пойдем балкон быстренько покажем. Давай. Вот, поэтому в целом квартира большая. Большая. Так, Ну и вот наш балкон. самый Балкон большой классный, да, прям наш такой балкон. большой. Качеля такая Качеля у нас. крутая. Ну, Можно лежать, загорать. Балкон, Только Лиза да. не хочет сажать цветы. ну, потому что беременность, не хочу этим заниматься. Ну, видимо, и не в беременность тоже не Да. хочу. У меня все цветы, чтобы ты понимала, приехала мама, мне тут цветок посадила. Вот что с ним стало. Трагично. Да, у меня тут еще один стоит, вот я не знаю, когда он придет. А, ну он просто отцветет. тоже такое состояние. Он придет, но это, скорее всего, не твоя вина. Ну ладно, хоть это. Спасибо. Ну да, классный балкон. Расскажи про квартиру, как она, сколько она стоит, что там. Квартира у нас получается это 52 квадрата. Ну, как бы в районе Шиможи здесь мы снимаем за 3 500, но это цена такая достаточно маленькая, потому что средняя цена здесь это 4 500 за такие квартиры. Поэтому Повезло. нам просто реально повезло, да, и пока нам не поднимали оплату, Карма хорошая. наверное. Вот, но на самом деле мы до этого снимали на вторую, короче, квартиру свою, она больше была, она реально была намного больше, но мы там те же самые деньги платили, только там не было балкона, то есть мы там реально там не могли посидеть спокойно, а здесь ты можешь просто реально отдыхать летом, это здесь Да, реально очень кайф. классно, круто. Поэтому и район хороший. Рекомендуешь? Да, ну, в целом, есть районы Ластовицы, где там тоже по 3000 условно. Мы снимали свою 30 квадратов за 2600. Ну, так нам было проще много доплатить и переехать в побольше квартиру, поближе. Ну, тем более сейчас еще будет ребенок, конечно. Я думаю, что года 2 и уже отсюда придется переезжать уже как бы побольше, когда ребенку нужно будет свое пространство. Но пока мы тут, коляску сюда хорошо завести, поставить, Да, вообще много места. отлично. Ну, в общем, что, такой у тебя непростой путь, да, стабилизации, адаптации, Ну да. который уже к чему-то пришел, к какому-то логическому И слава богу. завершению, Да. так скажем. Все хорошо сейчас, и вот немного об этом. Ну, я хочу сказать, что когда здесь же тоже случается миграционный кризис, и люди пытаются уехать из Польши, и главное не поддаваться вот этой панике, потому что на данный момент очень много там, где в Испанию поехали жить, да, и я тоже мужа подбивала, такая, поехали. Давай жить в Испании. Там, кстати, вот ребенку дают спустя год его жизни, если он там родился, паспорт. То есть испанский. Да. Так что можно было спокойно родить в Испании, но не рожаю. Да, поэтому и в какой-то момент ты поддаешься этой панике тоже поехать. И вот мы в этот же момент как-то вышло, что мы в Италию поехали в путешествие. И был дождь. Ну да, но не именно это испортило впечатление. Не, на самом деле Италию я любила и до этого, я была и в солнечной Италии. И я просто вот
посмотрела с другой стороны, не как туриста, как вот для жизни в Европе. Я поняла, что эта жизнь совсем другая, и польская все-таки, вот, не знаю, национальность польская, люди, да, здесь больше русскоязычных. Все-таки нам больше здесь подходит, плюс цены в злотах, а не в евро, это все равно меньше. Да. Поэтому, хотя кто-то ездил там вот в Аликанте, и такие, типа там цены меньше, чем в Польше. Но, если честно, вот мы в Италии были, супер разница в ценах, и я там как бы и не заметила. То есть все равно здесь какие-то есть продукты, они дешевле. Та же самая клубника. У меня там реально там кололась рука купить эту клубнику, потому что в Польше здесь дешевле она была, хотя она была с Испании, показала это. Вот, поэтому в какой-то момент, не поддавайтесь панике, чувствуйте там, как у вас по финансам, по жизни, не везде будет хорошо, да, и нужно везде адаптироваться и создавать себе окружение, чтобы было хорошо, вот, поэтому, наверное, из таких вот, я не хочу давать советы в эмиграции, потому что у каждого свой путь, у каждого своя жизнь здесь, но, наверное, самое главное, если ты едешь, то как бы все говорят, с розовыми очками не едь, типа, не все так гладко. Но, наверное, просто хочу посоветовать, что если вы ищете работу, то не бойтесь идти сразу работать от агентств, потому что, просто как смотрите... Вот ты делала, да? Да, я работала агентством, у меня сейчас подруги здесь работают тоже, это агентство бедронки. Просто смотрите на условия, там, то, что вам предлагают. Это самое главное. Есть здесь хорошие агенты, которые не садятся на шею, там, с вас не Ты их дерут. знаешь? На самом деле не могу так посоветовать, потому что, наверное, уже не знаю. У меня девочки работают, но они не сдают. Контора. Но их можно найти на Фейсбуке, потому что на Фейсбуке огромное количество сейчас этих агентов, и спокойно на Фейсбуке ищите работу себе. Первую, так это точно. Вряд ли вы сразу устроитесь на поиск какую-то хорошую фирму, это прям чудо, что вам ответили там на это CV с того же самого OLX, там, где вы там публикуетесь. Вот. Поэтому... А еще такой есть момент, когда вы едете, мы просто не подумали об этом, что можно снять комнату, а не квартиру. И это, если вы экономите, это вообще крутая помощь в плане. Мы снимали за 2600, а наши друзья снимали там комнату хорошую, тоже как мы по факту, эти 30 квадратов, там плюс-минус комната была у них. За 1200 они снимают, а мы за 2600. Так мы жили на окраине, они на районе Морена. Знаешь, такая разница. Поэтому не бойтесь снимать комнаты. Главное попасться, конечно, с хорошими соседями. Но в целом, если вы Для едете, начала, как бы, это можно, супер. Да, то есть комнату снять. И тоже, если вы ищете, это OLX, Отодом. Также я могу посоветовать, что здесь есть, создали наш же бот такой в Телеграме, который просто тебе подбирает под твои условия квартиры, и ты сразу звонишь, ты можешь быть первым. Вот. Ну и опять же, СМС к этим хозяевам они не работают, надо звонить. Вот, что мы так искали, мы просто на шаблончике писали текст, говорили, они такие, да, типа, все есть, квартира актуальна, и мы просили просто нам в смс-ке прислать, когда нам прийти, что, и нам прислали, то есть польский мы тоже сильно не знали, но мы смогли найти себе. Никто не помогал, да, искать квартиру? На первую квартиру с нами съездили, а потом уже как бы в основном сами, поэтому да. В целом, можно и самим, будет тяжело, но это возможно. Но вообще здесь есть наши девочки, которые помогают в целом, ездят и просто берут какую-то плату за свою работу. Поэтому, если вы не знаете язык, это реально найти. Вот. Лиза у нас классная девчонка. Еще раз говорю ее контакт в ТикТоке, да? Ты? В Инстаграме. В Инстаграме. Да. Если какие-то к ней вопросы, можно писать ей напрямую, потому что часто, когда пишут моим героям в Ютубе, обычно этот герой первые 2 дня просматривает комментарии, потом уже особо нет. Вот, поэтому если какие-то есть вопросы к Лизе, то обязательно пишите. А вот это твоя картина? Да, это по бартеру мне пригласили рисовать. И я думаю, что же мне писать. И вот это прям в нашу тему. Да, наверное. Ну, это был мой лозунг, наверное, Вот. здесь. Да. Потому мечтай, живи и делай. Нельзя в эмиграции забывать, что нужно мечтать. Без мечты здесь можно реально
Жить, и Согласна. обязательно надо что-то делать, чтобы Да. к чему-то прийти. Да? Потому что если просто сидеть, даже если просто сидеть на складе, работать, и ты не будешь альтернативно ничего искать, и где-то что-то пытаться, то ты так останешься на складе. Потому что, ну, я поняла, что я не могу. Зачем себя мучить? И, ну, просто кто-то может уйти, кто-то нет, но мне благодаря этому... У меня, так скажу, у меня не зарабатывал муж там миллионы, чтобы я могла уйти. У нас просто была подушка безопасности. Это без нее на самом деле здесь тяжело, сразу говорю. Ну, то есть, если ты едешь вообще без денег, Ну да, пиши конечно. пропало. Да, потом тебе еще придется за кауцию здесь, за все про все, заплатить за квартиру дополнительно, а где ты будешь брать деньги? То есть, ну, вряд ли с заработной платы здесь твоей, потому что она уйдет просто на погашение сразу, типа аренды. Вот, поэтому тоже имейте в виду. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И к Лизе тоже. Да. Все, всем пока. Пока-пока. Все. Мы даже Не, ну- локации